Здравствуйте, друзья! В прошлом ролике я показал, как делаю наполнение для будущей диорамы «Дом Хоббита» Бильбо Бэггинса. Кто еще не видел, можете перейти по ссылке в описании к ролику. И вот наконец ко мне приехали миниатюры фигурок, которые я и буду переделывать в своего персонажа. То есть я буду делать Бильбо Бэггинса. А как я это делаю, сейчас посмотрим. Вы на канале Диорамы из пенопласта. Ну что же, в путь! А так как Бильбо совсем босоногий, я решил, что в качестве нижней части мне потребуется раненый боец без обуви, которого несут два германских медика в сопровождении британских солдат. Верхнюю часть моего персонажа, а вернее тело и голову, я возьму от мальчика в масштабе 1 к 24, где пожарный одевает ему шлем. А вот руки от британского связиста, который держит в правой руке микрофон рации. Ну что же, начинаю с ног. На ногах находится кисти рук санитаров. Нужно будет срезать кисти, зачистить шкуркой и склеить ноги воедино. И чуть не забыл. У Хоббита короткие штаны. Нужно сделать ему штаны подобающего размера. Просто обрежу брюки ниже колена и вырежу из пластика голень. И легким движением брюки превращаются в бриджи. И вот ноги почти готовы. Осталось их склеить и зачистить шов. Ну вот как-то так. А я тем временем медленно, но верно перехожу ко второй половине тела. То есть занимаюсь головой и туловищем. И для этого, как я уже сказал, воспользуюсь телом и головой от фигурки мальчика. И для того, чтобы туловище приклеить к тазу под нужным углом, так как мой персонаж будет сидеть на скамье, таз придется немного подточить. Ну и в конечном итоге соединить ноги и туловище. О да, и не забыть про голову. Итак, тело Хоббита готово. Теперь займусь руками. А руки, как я уже говорил, руки я позаимствую у британского связиста. Что левая, что правая рука, они идеально подходят для тела мальчика. Стоит только немножко подточить. И можно приклеивать. Левая рука будет лежать на колене. Ну, в принципе, как мне и нужно. И пока клей высыхает, займусь правой рукой. Дело в том, что я не просто так выбрал британского радиста. В правой руке он держит переговорный микрофон. Из этого микрофона я и сделаю для Бильбо курительную трубку. В качестве мундштука я использую кусочек проволоки и просто вклею ее в импровизированную трубку клеем секунды. Ну что ж, трубка готова, рука готова, приклею я ее позже, когда уже покрашу своего человечка. По поводу покраски даже не спрашивайте меня. Я крашу очень плохо и очень долго, поэтому я покажу конечный результат.
Волосы для моего хоббита я только намечу, слишком они здесь редкие, а позже я ему сделаю парик. Попробую нарисовать что-то похожее на рисунок его жилетки. Приближаемся к развязке. Пора установить ему руку на место. Вот дошло дело и до скамейки, но здесь все намного прозаичней. Возьму палочки для мороженого, сниму размер с моего человечка и вырежу в масштабе 1 к 35 скамейку для хоббита Бильбо Бэггинса. Теперь покрашу готовую скамейку, а когда краска высохнет, состарю ее с помощью наждачной шкурки. Ну а теперь нужно сделать какую-то мягкую подстилку на скамью. Ну, видимо, для того, чтобы хоббит не простудился. Возьму кусочек материи, подходящий по цвету, и с помощью клея ПВА приклею его на скамейку. Скамейка готова, а я займусь керамическими горшками, которые, как ни странно, я вырежу из пенополистирола, зачищу наждачной бумагой, с помощью которой придам им форму горшков, а растения, вернее цветы, я сделаю из сантехнического льна, который предварительно покрашу в зеленый цвет. Углубление в импровизированных горшках я сделаю с помощью выжигателя по дереву. Ставлю регулятор на минимальное значение и прорезаю пенопласт. А теперь с помощью клея ПВА приклеиваю сантехнический лен.
И теперь, когда клейпово основательно высох, я с помощью клея секунда нанесу на него крашеные опилки. Опилки у меня покрашены в два цвета, салатовый и темно-зеленый. С помощью них я и сделаю имитацию цветов. В дальнейшем опилки буду подкрашивать в белый, красный и желтый цвет. Но в принципе в те цвета, которые будут имитировать оригинальные цветы. Ну вот как-то так. А теперь пришло время увеличить шевелюру моему хоббиту. Возьму вот такой шарик от бус и приклею на него с помощью лака кусочек синтепона. И когда лак высохнет, перенесу этот парик на голову Бильбо. И также закреплю его на голове бесцветным акриловым лаком. Ну и конечно же волосы нужно покрасить. Ну вот вроде и все. Давайте смотреть, что же у меня получилось. Итак, в моем полку прибыло. У меня есть крестьянская утварь, которую я буду наполнять будущую диораму «Дом Хоббита» Бильбо Бэггинса, а также один из персонажей, сам Бильбо Бэггинс. А в следующем ролике я буду делать Гэндальфа Серого. Так что не прощаемся с вами. До встречи. Берегите себя.